машине пару лет. Быстренько посмотрим, что как там, немного расскажем, что по ним. По лошадям здесь, кстати, по-моему, 100 лошадей, что-то не больше, не меньше. Поехали. За рулем, да. Вот. На Kia Rio. Эта машина пробежала уже 63 тысячи. Пикает, моргает, шморгает. Это вот эта вот штука. Вот. Ну зачем? Мы же все адекватные ребята. Я понял, почему. Потому что на ручнике ехал. Я думаю, почему он пикает так, как никогда не пикал. Вот как я, когда рубрика разорвавший, как давно не рвавший. Вот. И пикает. Но ручник был не сильно затянут. Короче, этот поднят был. Я думаю, что он пикает? Kia вроде так не пикает, потому что у меня у отца Kia Sportage. Вот. Много кто писал, что как там, обзорчик запили, там четенький такой, короче, на все тачки, типа, в стиле, короче, Асата. Типа у меня получится. Конечно, получится. Ну вот. Сейчас выскочили туда-сюда. Но эта машина, конечно, да, ни хрена это не УАЗ, не Патриот, даже не УАЗ и даже не Патриот. Это Kia Rio. Но реально здесь вот неудобно вот подлокотников, в первую очередь. Ну, я при всех моих габаритах здесь нет подлокотника. И это вообще неудобно. Она, во-первых, не дупленная, не тонирована. Все едут тебе вот так вот в затылок, смотрят, заглядывают. Ты реально едешь, вот реально по Салаватке в Уфе находится. Тебя реально все хотят обрезать. Обрезали уже с детства. Подрезать там, поджать. Вот, ну реально, эта тачка реально такая вот, ну, семейная, она такая. Кстати, вот педаль акселератора у нее не такая чувствительная, как на Kia Sportage. Тут вжариваешь, когда вот она вначале подумает что-то как-то. Габариты нормально чувствуются. Эргономика. Машина, кстати, ну, такая вот чисто стащил. Тише. Тварина просто. Резко вылетает, просто вот понакупают прав, блин. Вот. И, короче, этот чуть в лоб не влетело, блин. Поэтому, короче, этот машина вообще довольно экономичная. Бензина, конечно же, тут опять пыхтит все. Офигеть, тут прикинь, что лежак убрали, офигеть. Машина экономична, 63 тысячи пробегала, как бы никаких проблем нету. Ну, это Kia, это качество корейское. Вот. Никаких трудностей нету, на автомате кушает. Сейчас я скажу, сколько оно тут. 10 литров показывает. Ну, тут с учетом вжаривания. Всех делов. Сейчас быстрый резкий пит-стоп. Вот. Короче, такая маленькая пит-стоп движуха. Руль очень, кстати, легкий такой. Ну, это приятно. Реально приятно. Автомат. Kia Rio. Такого модельного. Предпоследняя, походу. Вот. Сейчас мы заехали. Скинуть левый балласт, который не нужен. Вот. Кстати, зеркала, обзор по зеркалам, ну, реально очень маленькие зеркала, не очень удобно смотреть. Вот, ну, приходится постараться, что-то как-то, короче. Вот, габариты машины очень хорошо чувствуются. Газанем. Пошерудим, газ дали, в пол. Нет, динамики здесь реально нету. Ее просто как бы вообще, ее не завезли. Ее просто-напросто не завезли в эту машину с динамикой вообще. Динамика Kia Rio это нет. Это просто чисто вот, парни катаются на суете, туда-сюда, там музычку наваливают. Мы, конечно же, соблюдаем все авторские права. Вот. Не будем мы, короче, это наваливать ни музычки, ничего. Кондерчик дует потихонечку, раз. Вопросы по машине зимой, кстати, у меня есть видео, как мы меняли здесь лампу. Вот. По эргономике все нормально, как бы тут руль, все дела, как бы, ну, рулится, крутится, вертится. Вот. Сейчас выскочили, реально, как бы непланированный обзор был такой. Вот. Чисто так вот. Почему? С чего-то же надо начинать. Какие-то машины обозревать. Вот. Тормоза нормальные, как и у всех Kia. Ну, я ездил на Kia Sorento, Kia Sportage, вот Kia Rio. Вот. Kia Rio мне вообще нравится, молодцы. Вот. Реально делают они вот то, что нужно. Как бы
ценник. Вообще, как бы, по соотношению, как бы, цена-качество, вот, Kia Rio это золотая середина. Не Kia Rio, вернее, сама Kia вообще. Пацан, ну, давай уже, крути. Самокатов понабирали, вот, смотри. Самокатов понабирали. Правил не знаю, газуют. Мы же, соответственно, правила не нарушаем. Давай. Что тут? Газанули. Так. Трафик большой в городе. Поэтому мы тут газуем потихонечку. На пробочке. О, символически. Блин. Походу я не туда встал. Ну-ка, брат, запусти сюда. Так, тихо. Я понимаю, конечно. Мы тоже скидочку делаем просто, чтобы тоже нормальные ребята сидят. Сейчас мы поедем просто, чтобы сильно не газовать, а по старой наработанной схеме по трафику, по тем. Спасибо, брат, спасибо. По салам закинул, что он нас запустил. Так, пешеходов пропускаем, правила соблюдаем, потому что мне пришлось, кстати, оплатить штраф, короче, который был, чтобы выскочить реально в город. Ну, чтобы на 15 суток не присесть, как бы, не покайфовать там в кармашке. Вот, мне пришлось быстренько закинуть, поставить это дело ради блогерского начала, ради зрителей, чтобы не оставлять без контента. Вот. Пришлось мне закинуть, как бы, и забить хер вообще. Потому что, ну, мне больше нравится рассказывать, снимать, обозревать. Вот. По всем движухам, там, по всем фронтам, со всех ракурсов. Там дал, тут дал, там снял, тут снял, подредактировал, смонтировал. Люди реально думают, что за псих какой-то сидит, там что-то руками машет. Короче, машина вот Kia Rio реально это такая вот семейная тачка, чисто такая. Ты вот хочешь взять, взял, забыл вообще, что там у тебя какие-то могут быть проблемы. Вот, кстати, Kia опять сидел, он спереди поехал. Что у нас тут? Запрещающих знаков вроде бы нету. Сейчас мы газуем. Вот. Давай. И этот, короче, опять вообще нравится, конечно, молодцы, реально. Реально молодцы. Ну, красиво сделали, она чем-то похожа на Audi A7. Купе Sportback, все дела там. Вот. Это что за... Это что за анаконда вообще в натуре? Газует, ты что там, пацан? Иди отдыхай отсюда. Едешь, щимишься. Сучок. Щимится он на калинке, на калинышке. Пацанчик. Вот. Короче, это, ну, реально на Патрике, вот ты когда едешь, да, это все, ты папа на дороге просто. Ты куда вот захотел, тебя туда запустили. А здесь тебе, короче, ты едешь на Kia Rio, и тебе, короче, соизволили с барского плеча, тебя чисто, короче, там запустили. Чисто по-братски, чисто от души. Вот. Ты, короче, должен быть благодарен. Ты просто руку вот не снимаешь с этой кнопки, ты чисто ездишь на благодарность. Везде тебе, короче, дают там по блату, шанс, там все, короче. Ну, это лично мое мнение, короче, вот. Я так считаю, что, ну, машина вот реально имеет значение, вот, размеры, как и везде, конечно. Вот. Потому что везде, как бы, там, не нужно доказывать свое превосходство. Ты просто едешь и все. У тебя, как бы, тебе не нужно там что-то кому-то там показывать, правила, не правила. Есть, как бы, такие понятия, как ездишь тоже, потому что, ну, много водителей не знают правил, и они их вообще, как бы, ездят не по ним. Вот. Ну, это мое личное суждение, исходя из того, что я вижу в последнее время на дорогах. Потому что, ну, правила реально как-то нужно учить их, соблюдать, ездить, не нарушать. Очень много ребят молодых, которые, ну, получили права там, и они начинают ездить, там, гоняют, все. Не знаю, мне кажется, это осознание либо с возрастом приходит, либо после того, как разбил пару машин. Я пару машин разбил, вернее, одну и ту же 2 раза. Дуплетом дал, короче. Вот.
И реально это страшно, ребят. Поэтому я начал и пристегиваться, и в городе. За городом тем более. Как бы. Вот по улице только могу не пристегнуться. Вот. И поэтому, как бы, ну, в таком формате. Ну, вот. У нас же сейчас речь, конечно же, не об этом, у нас речь о машине. Руль удобный такой. Ну, посадка удобно, все удобно, все там, что там, пей, зеркальце есть. Можно посмотреться. Вот. Что еще тут? Все вот эти, в принципе, короче, что тут? Магнитола, не магнитола. Все, конечно, скудо-бедно. Блин, мы не туда приехали вообще, в курсе. Приехали сюда. А нам надо было так Беруа, понимаешь? Вот, ладно. Что-то мы проехали. Или машина скрипит, свиристит. Ладно, заедем сюда сейчас. По наружке пройдемся быстренько, посмотрим, что там да как. И поедем в путь дорогу. Давай газонец стал. Шаг. Так, ну а вот здесь вот по ракурсам чисто выйдем, посмотрим. Посмотрим, что там да как. Пойдем. Так, приехали, короче, чисто снаружи, чисто чекнуть, что тут вообще. Колеса, кстати, 15, я думал 14. Колпаки, сними вот. Видно. Ну, на колпаках это штатная комплектация, лампы. Вот. Все, по старой снимем, пойдем в багажник посмотрим. Багажник пойдем посмотрим. Багажник. Понятно. Ну, такое достаточно, тут все стандартно, чтобы сок пить при обзорах. Тут такой вот. Что тут еще может быть? Так. Это сюда. Так. Запаска. Все по мере там, то все, 5-е, 10-е, короче, все. Ну, в принципе, хватит, да, там, кинуть какие-то там свои там пару сумок и газануть, как бы, в недалеком путешествии. Ну, там, пропуск, так, Ничего не видно. вот. Лампы диодные. Какие диодные? Обычные, не диодные, прошу прощения. Вот. Так она выглядит. Ничего не ломалось. Нос. Так. Так вот. Снаружи, снутри. Комплектация такая, короче, не фарш, но тем не менее на автомате. Что тут еще? Обзор заднего сиденья. Как обычно, рубрика. Сам за собой сижу. На, подержи. Рубрика, как обычно, сам за собой сижу, конечно. Все вот, ну, очень много блогеров, я смотрю. Там вот сиденье сам за собой. Сам за собой вообще я не сяду. Сам за собой я не сяду. Вообще реально, ну это жесть какая-то. Ну, места мало, как бы, я тоже как бы рост 1,80 м. Ну, я вообще не понимаю смысл этой рубрики, конечно, то, что типа вот сейчас рубрика как там сам за собой. Сам за собой, конечно, ты каждый раз выходишь из дома, ты сам за собой вначале сзади посидишь, потом закрываешь и едешь дальше. Я считаю, это вообще тема вообще не актуальна. Сзади тут места мало. Ну, на такую машину, конечно, соответственно, на место тут в принципе как бы этот рассчитывать не приходится. Вот. Она может молотить вообще круглосуточно, бензин она когда стоит, мне кажется, там даже только добавляется, добавляется, не отнимается. Вот. Очень экономично. Свет, кстати, недостаточный, обычные стандартные лампы здесь, ну, плохо светят, я так скажу, даже с туманками вообще, ну, кончено просто. Я не знаю, у меня все машины, которые есть, я сразу меняю стандартные лампы на диодные, короче. Вот. Поэтому там свет более-менее. Но здесь, судя по тому, что лампы спереди такие не совсем большие, отражатели маленькие, но тем не менее, в любом случае, ну, диодные это как ксенон, короче, вот, только разрешенный. Вот. Так что, ну, в таком формате, это такой небольшой лап-обзорчик. Так что как-то так. Ну, как итог, короче, как бы, ну, подвести итог по данному автомобилю. Вот, ну, хочу резюмировать, как бы. Машина, ну, лично я бы себе взять машину, такую машину взять я бы себе не взял. Вот. Потому что, как бы, я бы лучше взял бы что-нибудь постарше, что-нибудь побольше, как обычно, лучше традиция. Ну, во-первых, во-вторых, как бы, тут, ну, передний привод, все как понятно. Вот.
в плане того, что как бы тут маленький клиренс на дорогах, ну, сбитая подвеска, как бы, да, там она, как бы, там, ну, не знаю, я не любитель вот низких машин, почему, что, ну, реально, куда-то что-то проехать, там, что-то не проедешь, куда-то на природу выскочить, не выйдешь, вот. Зимой это вообще ужас, конечно, с такими просветами ты никуда вообще зимой тут не проедешь, вот. Давай, езжай уже, стоишь, да. Вот. И этот. Машина, она маленькая такая, юркая, короче. Ну там, да, там в городе она маневрена очень, как бы в плане там парковки. Ну не знаю, кто-то говорит, что типа, вот там у вас Патриот там большой, парковаться там негде, устанешь парковаться. Вот. Да ничего не устанешь, просто на любой бордюр где-то что-то заехал, там где-то что-то там в яму какую-нибудь там заехал, куда никто заехать не может, и все нормально, и припарковался. Вот. В плане как бы такого, чтобы ты тут реально кайф получаешь от драйва, ты его вообще тут не получаешь. Тут его вообще нету от слова совсем. Если еще и кондер включен, то это вообще просто ты передвигаешься с пункта А в пункт Б. В принципе, там как бы, по небольшим затратам по бензу. Вот. Такое как бы ну, приборка. Ну, приборка на Kia всех одинаковая. В принципе, плюс-минус, как бы там, ну, не считаю. Вот. И это. Поэтому, ребят, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Будем еще снимать разные машины. Такие. Все, короче, будем. Вот, буду говорить свое личное мнение. Я за рулем уже больше 10 лет. Поэтому как бы, какое-то впечатление у меня есть, в принципе, какие-то мысли я могу высказать, сказать, как бы там, зарезюмировать, там, что-то подвести, какие-то итоги, как бы, да, может быть, они где-то сугубо личные, какие-то субъективные наблюдения, но тем не менее, место имеет быть сказанного. То есть, ну, я катался на разных машинах, вот, и имею представление, как бы, очень о большом круге, как бы, автомобилей, вот, ну, с которого, ну, по поводу которых, как бы, конечно, мы будем ездить, кататься, смотреть, обозревать, и я буду с вами делиться. Вот, так что, ребят, всем салам алейкум. С вами был я, Оскар. Лайки, подписки, комментарии, вопросы все жду, все читаю. Пока.